Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Михаил Слободчиков. Я живу и работаю брокером по недвижимости в Дубае. На своем канале я делюсь с вами полезной информацией касательно покупки и продажи недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. Показываю вам самые привлекательные локации, рассказываю об инвестициях в разные проекты и демонстрирую реальную доходность от этих инвестиций. Сегодня мы поговорим с вами о проектах, куда, по моему личному мнению, подчеркну это, куда, по моему личному мнению, не стоит вкладывать свои средства в 2025 году и почему. Я думаю, каждый из вас слышал о том, как рынок Дубая растет, какая здесь нереальная окупаемость, как нужно срочно инвестировать все ваши средства, только несите ваши денежки. Так ли это? Обсудим в этом видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях ваши вопросы по теме недвижимости. Отвечу на них в одном из следующих видео. Начнем это видео с ответа на вопрос, что же на сегодняшний день происходит с рынком недвижимости Дубая. Первое, что хочется сказать, рынок действительно продолжает расти. Если мы посмотрим с вами приложение DXB Interact или на сайте Property Monitor, то увидим по зарегистрированным транзакциям в земельном департаменте, что в некоторых локациях цены выросли на 10-15%, а в некоторых даже на 20-30% за последние 2 года. С этой точки зрения кажется, что раз рынок Дубая растет, то инвестировать можно практически в любой объект. Но важно не забывать о том, что у вас есть ряд дополнительных расходов, связанных с покупкой или продажей недвижимости. Об этом мы поговорим с вами в конце видео, поэтому досмотрите его до конца. Первый район, который вызывает у меня опасения, это район Maritime City. Район расположен на насыпном острове возле порта Рашид. Это один из главных морских портов Дубая. Остров выглядит следующим образом. Промышленные сооружения, отсутствие благоустройства и инфраструктуры, песок, и на сегодняшний день там стоит лишь одно готовое здание Анва. Согласитесь, пока не очень привлекательно. Основные минусы я выделяю следующее. Первое. Порт принимает грузы по сей день. Говорят, что его должны перенести, но когда это произойдет, мы пока не знаем. Все промышленные сооружения останутся. И согласитесь, вряд ли у кого-то есть желание приобрести недвижимость возле моря, зная, что при въезде его будут встречать ангары и вечный шум. Лично по мне это очень сомнительная идея. Мастер-план от частного застройщика. За развитие инфраструктуры в этом районе, а именно за дороги, озеленение, парки, школы, больницы, торговые центры и так далее, за все это будет отвечать группа компаний Амният и Beyond. Амният по-прежнему отвечает за строительство классных люксовых домов, а Beyond будет ответственен за развитие района Maritime City. Это их первый мастер-план. О том, как все будет выглядеть и главное, когда мы все это увидим, пока неизвестно. Очевидно, что объекты инфраструктуры будут строиться тогда, когда сам район будет застроен жилыми домами хотя бы на 30%. Чтобы было кому вообще пользоваться данной инфраструктурой. А значит, это появится явно не скоро. Строят на острове Maritime разные застройщики. Почему, на мой взгляд, это большой минус? Во-первых, вы будете жить среди вечной стройки. Даже если ваш дом сдался и вы получили ключи, это абсолютно не значит, что рядом соседний дом построился или вообще что-то построилось вокруг. Если вы купили квартиру с боковым видом на море, через пару лет там может построиться другое здание и вид ваш будет перекрыт. Да, такое может быть тоже, когда нет единого градостроительного плана и строят разные застройщики. Обратите внимание, насколько разные девелоперы здесь строят. Дамаг, Дануб, Дияр, о качестве строительства которых слагают легенды, и Амният и Select Group, которые позиционируются как High Level. И все это вперемешку. Дома будут строиться в разном порядке и в разное время. Что из этого получится, посмотрите на район GVC. Это совсем не похоже на то, как должен выглядеть прибрежный район с высоким спросом на недвижимость. Причем есть достойная альтернатива. Это район Мина Рашид от государственного застройщика Эмар. Вот здесь уже классное благоустройство, развитая инфраструктура и единый стиль архитектуры. Пальма Джебел Али. Еще один насыпной остров Дубая, который сейчас у всех на слуху. Это вторая пальма после пальмы Джумейра, которая по площади в 2,5 раза больше. Ее проект был анонсирован в 2002 году, а начали строить в 2004. После кризиса в 2008 году проект был заморожен. Какие минусы я наблюдаю в этом проекте? Первое. Отсутствие инфраструктуры. Виллы строят, а мол, магазины, парки нет. И этот вывод сложен, исходя из брошюр и макетов, которые сейчас представлены. Следующий минус – это расположение.
Остров отдален от действующего центра Дубая района Даунтаун и будущего центра Дубая района Дубай-Крик-Харбор, про который я рассказывал в своем отдельном видео. Вы можете перейти и посмотреть это видео по подсказке, которая всплывает здесь. Если вы захотите доехать из Даунтауна до Пальмы-Джумейра, то вам потребуется 30 минут времени. До Пальмы-Джебел-Али – час. И это я говорю вам без учета пробок. Для Дубая по времени это слишком долго. А представьте, что будет, если вы попадете в пробку. Если вы захотите доехать от района Дубай-Марина до Пальмы-Джебел-Али, то вас будет ожидать одна сплошная промзона и неприятный вид. И эта промзона никуда не денется. Неудачный опыт и обманутые дольщики. Как я уже говорил ранее, эту пальму пытались запустить, но в 2008 году из-за кризиса проект был заморожен. Инвесторы потратили много времени на возврат собственных средств, но деньги им все же вернули. С тех пор, конечно, многое поменялось, но осадок остается. Пальма Джумейра до сих пор застраивается, хотя прошло уже более 20 лет. А сколько времени будет застраиваться Пальма Джебел-Али, которая в 2,5 раза больше? Возможно, если ваша цель заморозить средства на неопределенный срок, то этот проект вам подойдет. Впереди будут новые запуски, объектов выходит много. Также, я уверен, впоследствии появятся дистресс-сделки, так что зачем вам тратить свое время и средства? Лучше дождаться подходящего момента и проинвестировать в этот район тогда, когда там хотя бы начнется какое-то развитие. Также хочу отметить, что Пальма Джебел-Али не самый плохой вариант, просто нужно адекватно взвесить все риски и минусы, которых в этом проекте сейчас очевидно больше. А на фоне проектов, которые сейчас предлагают Эмираты, есть на самом деле намного более привлекательные проекты для инвестирования. Если хотите о них узнать побольше, напишите мне, и я вам все расскажу. Острова World Island. Это насыпные острова в виде карты мира. Могу сказать, что концепция классная, но реализация печальная. И этому есть несколько причин. Первое – это подведение коммуникаций и, в принципе, доступность к этим островам. Чтобы до них добраться, как вы понимаете, вам нужна либо лодка, либо вертолет. Вертолет есть не у всех, а лодки сейчас курсируют как-то очень ограниченно. По факту это одна из основных проблем. Вторая причина – это известный проект The Heart of Europe, который уже очень давно строится. Мы были там 3 года назад, и за 3 года вообще ничего не изменилось. Открылся только отель Корт-Азур, и то не целиком, а лишь 1/4 его часть. И еще раз отмечу, это все за 3 года. И мало кто знает, но в этом проекте нет эскроу счетов, только лишь в одном здании, поэтому будьте осторожны. Третья причина – это пустые острова, на которых ничего не строится и которые просто перепродаются. Даже если проект, в который вы проинвестируете, действительно построится и он будет очень классный, соседние острова по-прежнему будут пустые, и вид у вас будет как раз на эти пустые острова. Приятного мало. Район Дубайленд. Хоть сейчас этот район становится на слуху, но реальной популярностью не обладает. Есть несколько причин, по которым мне не нравится этот район. Первое, он находится на отшибе Дубая. Второе, контингент проживающих. Там, как правило, проживает неплатежеспособная публика. И я сейчас говорю только про ту часть района, которая застраивается многоквартирными домами. И третье, никаких реальных перспектив развития. Метро там не будет. Хотя многие говорят, что метро там будет рядом, но по факту оно будет находиться в 20 минутах, что пешком ощущается как 30-40 минут. А это ровно то самое время, за которое вы можете добраться до центра Дубая на машине. На мой взгляд, вообще не перспективный район, я бы не рекомендовал его своим инвесторам. И пятый район – это район GVC. Ежемесячно здесь от разных застройщиков выходит по несколько домов уже на протяжении как минимум 2,5 лет. Представьте, что будет с этим районом через 2-3 года, когда все эти проекты достроятся. Представьте, сколько на рынок выйдет объектов недвижимости в продажу или под сдачу в аренду. Уже сейчас там большие пробки как снаружи, так и внутри самого района. А представьте, что будет, когда все эти проекты сдадутся через 2-3 года. Отсутствие качественного благоустройства. Один застройщик может позаботиться и посадить деревья и кусты на своей территории, а другой застройщик может сэкономить и просто выложить бетонную плитку. За все благоустройство отвечает застройщик Нахил. На сегодняшний день там есть дороги и парки. Ну, парками это назвать сложно, это скорее больше скверы. И с хорошего там есть торговый центр Circle Mall. В принципе, очень удобный для семейного района. Но если мы говорим про пешеходные зоны, то в некоторых частях района они просто отсутствуют, потому что стоят ограждения от строящихся домов,
или же если дом не строится, то и территория вокруг этого дома тоже никак не благоустроена. Говорят также о том, что в этом районе появится метро, но когда это будет, пока неизвестно. Раньше, чем в 2030 году, ждать станции метро точно не стоит, а то и еще позже появится. Возле абсолютно новых домов рядом могут располагаться дома 10-15-летней давности. Сами понимаете, для Дубая это достаточно большой срок. Дома могут сильно отличаться и портить вид. Да, район GVC предлагает приятные цены, но оно и соответствует тому, что вы приобретаете. А поверьте, Дубай вам может предложить гораздо более качественное благоустройство и инфраструктуру. Когда вы покупаете квартиру в Дубае, вы платите 4% в земельный департамент Дубая от стоимости объекта. Также вы платите комиссию брокера при продаже этого объекта, что составляет, как правило, 2%. Если вы покупаете квартиру не от застройщика, а по переуступке или на вторичном рынке, то у вас есть также расход на комиссию брокера, что уже получается около 6-8% от стоимости объекта. Не забываем также про мелкие расходы, связанные с переводом ваших средств из вашей страны в Арабские Эмираты. Также у вас расходы при регистрации сделки в трасте офисе, получение разрешения от застройщика на перепродажу и другие мелкие расходы. В общей сложности это получается около 10% от стоимости объекта. Держим эту информацию в голове, потому что это напрямую влияет на получение вашей доходности от инвестиции. Это была моя личная рекомендация, куда я не советую вкладывать средства своим инвесторам на сегодняшний день. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Возможно, ваше мнение отличается от моего, и я, в принципе, буду рад с вами подискутировать в комментариях и обсудить те либо иные районы и проекты. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Ну а если вы планируете приобрести недвижимость, могу сказать следующее. Не покупайте квартиру, покупайте локацию. С вами был Михаил Слободчиков, увидимся в следующих видео. Всем пока!